Всем привет, дорогие друзья! Туристический эндуро с каждым годом набирает все больше популярности во всем мире. Поэтому в сегодняшнем выпуске мы рассмотрим самые большие флагманские мотоциклы этого класса 2024 модельного года с двигателями от 1000 кубических сантиметров, так как в этом году появилось и несколько новинок. Открывает выпуск самый маленький сегодня тур-эндуро Suzuki V-Strom 1050 DE Adventure. Его 1037-кубовая L-образная двойка выдает 107 лошадиных сил и 100 ньютон-метров крутящего момента. При сниженной массе в 252 кг V-Strom 1050 Adventure от 0 до сотни разгоняется за 4 секунды, максимальная скорость 200 км в час. Средний заявленный расход топлива 5 литров на 100 км, бак вмещает 20 литров. Высота по сидению 880 мм, хода подвесок 170 мм спереди и 160 мм сзади, дорожный просвет 190 мм. Цена на официальном сайте 1 миллион 716 тысяч йен, это сейчас 11,5 тысяч долларов или 1 миллион 50 тысяч рублей. На 10-м месте новый тур-эндуро от итальянской компании Moto Guzzi модель Stelvio, который станет прямым конкурентом Honda Africa Twin и Suzuki V-Strom 1050. Новинка, как V100 Mandela, оснащается новейшим компактным 1042-кубовым V-твином жидкостного охлаждения, который выдает 115 лошадиных сил и 105 ньютон-метров крутящего момента, 90% которого уже доступно при 3500 оборотов в минуту. Максимальная скорость 225 км в час. Сниженная масса Stelvio 246 кг. Бак вмещает 21 литр. Средний расход заявлен в 5,1 литра на 100 км. Также в топовой версии Moto Guzzi V100 Stelvio будет оснащаться полуактивной подвеской и инерциальной шестиосевой системой с наклонной ABS. Цена за базовую версию 16 700 евро, это 1 миллион 650 тысяч рублей. Далее по объему двигателя идет Honda CRF 1100L Africa Twin Adventure Sports, который отличается от базовой версии алюминиевым задним багажником, высоким стеклом с пятиступенчатой регулировкой высоты, увеличенным топливным баком до 24,8 литра и электронной подвеской Showa, ход которой 230 мм спереди и 220 мм сзади. Клиренс 250 мм, высота по седлу 870, сниженная масса 240 кг, а с автоматом DCT 250. Рядная 1084-кубовая двойка выдает 102 лошадиные силы и 105 ньютон-метров крутящего момента. От 0 до сотни Africa Twin разгоняется за 3,5 секунды, максимальная скорость 220 км в час. При этом средний заявленный расход топлива составляет всего 4,7 литра на 100 км. В Японии за этот тур-эндуро просят минимум 1 миллион 947 тысяч йен, это около 13 тысяч долларов, а в рублях это почти 1 миллион 200 тысяч. На 8-м месте расположился самый дорогой сегодня тур-эндуро Ducati Multistrada V4 Rally, который оснащается двигателем Ducati V4 Gran Turismo с обратным вращением коленвала. Здесь итальянцы отказались от десмопривода в пользу клапанов с пружинами. 1158-кубовый мотор производит 170 лошадиных сил и 121 ньютон-метр крутящего момента. Как любит указывать производитель, в сухом состоянии мотоцикл весит 227 кг. Бак вмещает 30 литров топлива. Подвеска с обеих сторон имеет ход 200 мм, клиренс 230. В Италии за Ducati Multistrada V4 Rally сейчас просят минимум 27 490 евро, это 2 миллиона 700 тысяч рублей.
На седьмом месте Triumph Tiger 1200 Rally Explorer, который имеет 1160-кубовую тройку с Т-образным коленвалом и вспышками 180, 270 и снова 270 градусов. Двигатель выдает 150 лошадиных сил и 130 ньютон-метров крутящего момента. В снаряженном состоянии мотоцикл весит всего 261 килограмм, и это с учетом 30-литрового бака и полной защиты кузова. Подвеска везде имеет ход 220 мм. Высота по седлу регулируется от 870 до 890 мм. У себя на родине за флагман просят 19 500 фунтов стерлингов или 24 500 долларов, а это 2 230 000 рублей. На шестом месте новинка этого года Moto Marine X-Cape 1200. Здесь 1187-кубовый V-Twin, соответствующий последним нормам по выбросам Евро-5, выдает заявленные 125 лошадиных сил. Максимальная скорость 230 км в час. Также мотоцикл получил довольно богатое оснащение в виде 7-дюймовой приборной панели с TFT-дисплеем, управляющей 4 режимами езды, а также системой ABS, работающей в наклоне, трекшн-контролем, круиз-контролем и даже системой обнаружения слепых зон с радарной активацией, как у Ducati Multistrada V4. Цена пока не объявлена. На пятом месте старый добрый Yamaha XT 1200Z Super Tenere, который имеет рядный двухцилиндровый двигатель жидкостного охлаждения объемом 1199 кубических сантиметров со знаменитой технологией Crossplane. Он настроен на мощную тягу с самых низов и выдает 112 лошадиных сил и 117 ньютон-метров крутящего момента. Разгон от 0 до сотни около 4 секунд. Максимальная скорость 220 км в час. Средний заявленный расход топлива 5,5 литров на 100 км. Бак вмещает 23 литра. Снаряженная масса составляет 261 кг. Хода подвесок 190 мм спереди и сзади. Клиренс 205 мм. Высота по седлу регулируется от 845 до 870 мм. Этот тур-эндуро продается только в США по цене в 16 300 долларов. Это сейчас 1,5 миллиона рублей. На четвертом месте тур-эндуро от американского производителя модель Harley-Davidson Pan America. Сердцем мотоцикла является 1252-кубовый V-Twin Revolution Max с жидкостным охлаждением и регулируемыми фазами газораспределения. Силовая установка выдает 152 лошадиные силы и 128 ньютон-метров крутящего момента. В снаряженном состоянии мотоцикл весит 245 кг. Средний заявленный расход топлива 5,5 литров на 100 км. Запас топлива составляет 21 литр. Официальная цена в США начинается с отметки в 18 тысяч долларов. Это 1 миллион 600 тысяч рублей. Версия Special стоит уже 21 тысячу долларов или 1 миллион 900 тысяч рублей. На третьем месте всем известный BMW R1250 GS Adventure. Его оппозитный 1254-кубовый двигатель с системой изменяемых фаз газораспределения ShiftCam выдает 136 лошадиных сил и 143 ньютон-метра крутящего момента.
Снаряженная масса составляет 268 кг с учетом 30-литрового бака, который обеспечивает приличный запас хода при заявленном расходе топлива в 5,5 литра на 100 км. Здесь, естественно, карданный привод. Ход подвески составляет 210 мм спереди и 220 мм сзади. Высота по седлу 890 мм. Сегодня в Германии за мотоцикл просят минимум 19 950 евро. Это почти 2 миллиона рублей. На втором месте новинка BMW R1300 GS, которая имеет 3 различных версии. Все они оснащаются новым 1400-кубовым двухцилиндровым оппозитным двигателем воздушно-жидкостного охлаждения, который выдает 145 лошадиных сил и 149 ньютон-метров крутящего момента. При этом средний расход топлива заявлен в 4,8 литра на 100 км. Несмотря на снаряженную массу в 237 кг, R1300 GS от 0 до 100 разгоняется за 3,5 секунды. Максимальная скорость 220 км в час. Бак вмещает 19 литров топлива. Высота по седлу 850 мм. Цена за базовую версию 19 690 евро или 1 950 000 рублей. Тем самым в базе он оказался даже дешевле, чем R1250 GS. Ну и на первом месте обладатель самого большого мотора, который обошел BMW R1300 GS всего на 1 кубический сантиметр. Это Турендуро KTM 1290 Super Adventure R. Мотоцикл оснащается 1301-кубовым V-Twin LC8, который выдает 160 лошадиных сил и 138 ньютон-метров крутящего момента. Сухая масса мотоцикла 221 кг. Естественно, никакого кардана. Плюс 23-литровый бак, который состоит из 3 частей, 2 из которых расположены ближе к центру тяжести мотоцикла. Средний заявленный расход топлива 6 литров на 100 км. Ход подвесок с обоих концов 220 мм, клиренс 242 мм, высота по седлу бескомпромиссные 880 мм. На официальном сайте за него сейчас просят 25 000 евро, а это 2 470 000 рублей. Однако вслед за KTM 1390 Super Duke R компания уже готовит обновление, и вскоре будет представлен новый KTM 1390 Super Adventure, который снимет все вопросы самого большого турендуро. Сколько будет выдавать новый 1350-кубовый двигатель, пока неизвестно, но это будет, наверное, 170-175 лошадиных сил. Напомню, у Naked он выдает 190 лошадиных сил.